Привет! Сейчас с вами посмотрим на красных и на синих картах. Есть ли у него к вам чувства? Вы его глазами. Как он вас видит? Вообще-то это самое главное. Потому что от того, как видят нас люди, зависит то, как они к нам будут относиться. Это игральные карты пришли ко мне из Германии, очень-очень красивые и классные. На красных картах я посмотрю вы его глазами. Когда он в хорошем настроении на красных картах. Вот такое мое авторское гадание. А на синих картах я посмотрю, когда у него плохое настроение. Как он к вам относится, как он вас внутренне называет. Интересно, да, будет? Девочки, я делаю сегодня расклад на специальном дереве. Это клен. Клен, он избавляет от негатива. Так что здесь тоже ваша чистка от негатива происходит. Итак, с правой стороны будут синие карты и с левой стороны красные карты. Посмотрим вы его глазами. И вообще, что он планирует с вами, как дальше, если он в хорошем настроении и в плохом. Вообще, каждый человек бывает в том и другом настроении. Если кто не знает, меня зовут Лена. И канал называется Ко-Лена. Работаю для вас бесплатно. Не принимаю лично, поэтому всю энергию вкладываю сюда. Это не реклама моих услуг, там нет никаких данных, что вы заказываете, мол, да, это просто показываю, как я работаю. Я работаю именно здесь. Всю энергию я свою предсказательную трачу на вот этих предсказаниях. Итак, вы его глазами, когда у него хорошее настроение. Вы для него просто выигрыш. Вы для него просто, я делаю так, чтобы было видно побольше карт, вы для него просто выигрыш, когда он в хорошем настроении. А когда он в плохом, вот девочки, да, ну вот когда он в плохом, карты что же покажут? Темно-синие красивые карты, когда он вот в таком синем настроении, да. Но он на себя злится, когда он в плохом настроении. Он себя обвиняет, но это уже неплохо, да. Потому что это валет пик, он говорит, я дурак, я виноват. Хорошо. Начало хорошее, а теперь будем делать расклад. Вообще, я уже говорила, что бубен – это ценности, а если идет про настроение, да, и про настроение тоже это радость. А вообще на любовь, когда раскладываю, бубен – это то, что вы для него важный человек, это что-то важное. По-английски бубен – это диамант, ну, что-то важное, да. Вот, итак, вы для него просто бриллиант. Бриллиант. И он считает, что он не дотягивает до вас. Шестерка треф говорит, что не дотягивает. Смотрите, шестерка и семерка. Вот вы для него бриллиант, а он чувствует, что он какой-то такой совсем никакой по сравнению с вами. Совсем никакой. Смотрите, какие карты выходят, маленькие карты, да? То есть чувствует, что не дотягивает до вас. И считает себя каким-то мальчиком на побегушках немножко. Может быть, где-то вы человек очень популярный в ваших кругах, или вы достигли многого, но во всяком случае почему-то у него складывается мнение, что он ниже вас, когда он в хорошем настроении. Когда он в плохом настроении, он считает себя виноватым. Королева бубен, он вас все равно любит. Если ссорится с вами, все равно вас любит. Когда в плохом настроении, говорит, я тебе покажу, что я могу, я тебе докажу, потому что трефовая масть, это все-таки, он чувствует, что он может построить дом, он может сделать вас счастливой, но эта карта перевернутая, понимаете, поэтому он чувствует, да, я тебе докажу, я скажу, что я могу построить дом, я могу купить вот это и то, я стою у себя на ногах, я продвинусь в работе, но он вот чувствует, что это просто слова, да. Каким-то образом он себя ругает, когда он в плохом настроении. Но вас он не ругает, вы у него королева-красавица, да, ценит вас. Когда в плохом настроении он вот срывается, вы думаете, что он срывается на вас, а он срывается не на вас, а на себе. Вот это предварительные расклады, девочки, поэтому показываю стол большой, а вообще нужно понимать, что это тет-а-тет, хоть это и общий расклад, потому что карта универсальная, ваша ситуация уникальная, расценивайте это тет-а-тет. Понимаете, вы сейчас отстранитесь, что там общее гадание,
всегда знаю, что общих гаданий не бывает, потому что вы смотрите у себя дома тет-а-тет. Поэтому я буду сейчас смотреть четко левый расклад, подробно, детально, а потом и правый детально. Ну вот, когда он в хорошем настроении, что же там у него в головушке происходит? Ему повезло, что он вас встретил, но он чувствует, что, может, обстоятельства мешают, деловые обстоятельства мешают и какие-то казенные обстоятельства мешают. Что такое казенное? Его работа. Его работа как кость в горле застряла. Он чувствует, что он там еще мальчик на побегушках. Он чувствует, что его обижают, оскорбляют на работе. И когда он в хорошем настроении даже, все равно у него этот лейтмотив идет в его жизни. Он все равно уверен, что именно работа является препятствием. Он знает, что только в вас его счастье, потому что опять диамант вышел, опять бубен. И эта десятка, это очень хорошая карта, это выигрыш крупный. Да, он считает, я мальчик на побегушках на работе, я неудачник, меня долго держат в коротких штанишках, я до сих пор ничего не добился, я до сих пор не продвинулся по лестнице карьерной. Я до сих пор делаю ту же работу, что я и делал 10 лет назад, он может так говорить. И его и ныне там. Он чувствует, что какие-то интриги плетутся, идут разговоры у него за спиной. Он хлопочет о чем-то. Он хлопочет и хочет доказать людям, что он чего-то стоит. Он хочет доказать, что он чего-то стоит. И он чувствует, что вот эта работа как кость в горле застряла. А также масть треф, здесь перевернутая девятка, это его семья, это его могут быть родители. Живые они или нет? Как, кстати, когда родители не живые, они больше влияют. Вот то, что их земная жизнь, эти разговоры, их эмоции, они становятся в 3 раза живее. То есть человек, если родители не живые, хотя бы в ближайшие 10 лет очень тяжело переживает то, что было сказано или недосказано, сделано, обидного или еще что-то. Вот эта каша варится очень серьезно. Но если родители живые, они встревают. 6 треф прямая, она говорит о том, что они, конечно же, эгоисты и притягивают на себя внимание вашего партнера. Если родители не живые, 9 здесь, да, кстати, 6 перевернутая. Вот такие дела, да. Если они не живые, они еще больше влияют, я сразу хочу сказать. В его жизни еще есть понятие, что вы для него все. Посмотрите, это место силы. Я предсказываю, как учила меня моя бабушка, именно на игральных картах, да, по Таро и астрологии у меня учитель Джон Балантре, а по игральным картам моя бабушка. С самого раннего детства бабушка именно раскладывала вот такой пасьянс, где на разных картах, я не знаю, где она этому научилась, она мне не говорила, но вот эту технику я унаследовала. И здесь вы с 2 сторон. Здесь вы в хорошем настроении и вы в плохом. Вернее, он в хорошем, он в плохом. Когда он в хорошем настроении, он тоже думает только о вас. И он чувствует, что да, на работе неудачник, сын нелюбимый, хотя бы повезло с любимой женщиной. Девочки, кто из вас еще не имеет мужчину, это проекция того, что может быть. Так что для всех. 9 тоже бубен. 9 это вообще совершенное число, совершенный номер в нумерологии. Это номер полноценных чувств. Потому что бубен в отношениях это ценности. Ценности это не деньги, деньги тоже. Вы для него ценный человек, полноценный, полностью ценный. А 10 он хотел бы опять начинать как сначала. Он страдает о том, что где-то вам не дал вот той полноты радости, тепла с самого начала, который он к вам имел. Очень много чувств у него было к вам всегда. И он знает, о чем вы тревожитесь. Да? Вот здесь 8 пиковая, она говорит, что были между вами разговоры сложные. Были между вами разговоры сложные, о которых он жалеет.
Это может быть его отец, хлопоты трефовые, заботы трефовые, решения отца. Это может быть отец, который был очень доминирующим в его жизни, живой он или нет. Жесткий мужчина, деловой, хвастался своими талантами, своими достижениями, хвастался перед сыном. Знаете, есть такая, это очень жестокая штука, когда отец перед сыном хвастается и говорит ей: ты никогда не сможешь, как я. Это ужасная вещь, ужасная вещь. Он это испытал на себе. Это может быть его жесткий отец. Это может быть ваш жесткий отец. Во всяком случае, это король треф, мужчина зрелый, деловой, вот такой немного бессердечный. Такой мужчина есть в вашей жизни. Я хочу еще немножко перефразировать для тех девочек, у кого есть треугольник. Он считает себя слабее, чем чем его соперник. У него есть соперник. Такое может быть. Ведь треугольник не только там может быть, где одна девочка, два мальчика, да? Но я мальчики, девочки называю в любом возрасте. И даже может быть треугольник, когда есть еще женщина у вас, еще другая, да. То есть вы делите одного мужчину. Если этот случай, вы сильнее ее, он вас выберет обязательно. Дважды вы проходите, она один раз, пока, там будет видно. Это могут быть родители, его или ваши, скорее всего его. Родители, которые вас судят, потому что бубен именно в сочетании с трефовой королевой. Еще одна женщина, смотрите, какой деловой расклад, да? Может, это сестра ваша, может быть, вы его ревнуете к какой-то даме червовой. Ого, что здесь выходит, да? Ой-ой-ой. Одни фигурные карты, много фигур задействовано в вашей жизни. А понимаете, если домашние праздники какие-то, я здесь вижу какой-то домашний праздник, когда вы приглашаете любимых в семью, любимых и не очень, да, когда между вами идет вот такая интересная игра, если вы только тайно являетесь любовниками, да, и есть треугольник, я бы сказала, люди знают о вас, если вы тайно, девочки, да, с ним. Люди знают о вас, но не признаются сами себе. Они смотрят, что будет дальше. Какой вам совет дается, если вы тайно с ним, если вы тайно. Хорошая карта вышла, деловая. У него есть в планах выбрать вас. Вот это все, что я сейчас скажу. У него есть в планах выбрать вас. Если вы с ним живете, и когда вы встречаетесь в вот такой большой компании, вы видите, сколько здесь людей, вы можете назначить разных людей для себя. Если вы с ним встречаетесь, и другие о вас знают, и когда вы вот в компании этих людей, идут всевозможные спекуляции. Люди спекулируют о вашей паре. Идут разговоры за вашей спиной. Вот кого он выберет, с кем он останется. А люди смотрят за вами, как какой-то роман читают. И эти спекуляции, они меркантильные, ой, я не знаю, как слово говорить правильно. Вы понимаете, меркантильные разговоры идут о вашей паре. Хорошо это или плохо, это неприятно, но это очень поверхностно, это очень сверху. Глубоко никто не думает о вас серьезно, никто не заботится о вас. Так что это даже лучше, чем когда идут глубокие интриги, у людей свой интерес есть в вашей паре. Если вы встречаетесь, вы пара, да, то вот когда в компании за вашей спиной идут разговоры, но не такие более светские, меркантильные разговоры, не особенно глубокие, и это хорошо. Это хорошо, никого глубоко не цепляют ваши отношения, это очень хорошо. Тогда вы здесь выигрыша, тогда ваши отношения углубляются. Если вы живете вместе, я дам третий вариант, если вы живете вместе, и он ваш супруг, ну, законы или нет, я не знаю, вот эти бумаги, это, конечно, все ерунда, но тем не менее, если вы женаты или же вы партнеры в гражданском браке, я возьму карту. И здесь много других фигур задействовано. Смотрите, есть еще один человек, которого вы любите.
Это король червовый. Есть человек еще один, которого вы любите, если вы в паре с ним, если вы женаты. И вы думаете, как вам оставить мужа. Он, когда в хорошем настроении, он подозревает, что что-то не так, но он точно не знает, кто это. Это может быть человек, он тоже его знает, но он не знает, что у вас есть любовь. Такое может быть. Либо же, если даже он его не знает, он что-то подозревает, он догадывается, что что-то не так. В этом случае я вижу, что... Так, идет здесь. Да? Ну, я же синастрию читаю, просто расскажу, что я вижу. Вам не нужно пока ничего делать. Подождите, все будет развиваться само собой. Слишком много драмы, слишком много людей за вами наблюдают. Здесь вот как в кино все происходит у вас, понимаете? Как в кино. Расклад советует подождать. А давайте посмотрим, что когда он бесится, когда он в плохом настроении. А потом я сравню, что-то прояснится, да? Когда у него плохое настроение. А вот у него часто оно бывает плохим, потому что он представлен здесь. Центральная карта – это валет пик. Валет пик – это мужчина, который не верит в свои силы, считает себя таким неудачником, что он хлопочет зря по поводу бубновой дамы. То есть по вашему поводу. Вы здесь бубновая дама, вы дважды проходите. Бубновая дама – это дама, к которой у него есть интерес. Это вы. И у вас есть свой интерес. Да, девятка бубен. Вы у себя на уме. Он чувствует, что вы у себя на уме. И он как бы чувствует, он ни при чем здесь, да. Вас он любит. Хочет очень для вас сделать что-то, чтобы доказать, что он может. Вот для него это дело жизни. Он хочет доказать, что он может что-то. Вы поняли, о чем я говорю, да? Да. Вот смотрите. Если вы с ним встречаетесь, я буду 3 варианта рассматривать. Если вы встречаетесь, если вы в треугольнике, и если вы живете вместе. Ну, а девочки, если вы себе ищете мужчину, все равно нужно смотреть. Все расклады очень хорошо смотреть. Кто говорит судьбу прогадать, это я не знаю, кто такое говорит, потому что о том, что нужно делать, что в кайф. Наоборот, карты дают смелость. А только смелые люди бывают счастливы в личной жизни. Это все, что хочу тебе сказать, чтобы не мешать раскладу. Итак, если вы с этим человеком встречаетесь, у вас будет скоро встреча с ним. Скоро будет встреча. Задействована еще трефовая дама. Либо же он еще с кем-то встречается, либо есть треугольник, подозреваемый. Либо трефовая дама может быть его мать. Здесь с трефовым королем проходит. Да, если это его мать, у нее свой трефовый какой-то есть интерес. У нее есть свой интерес. Она будет толкать свои идеи, если это его мать. Она хочет его знакомить, она хочет его женить, если вы только встречаетесь, да. Он пока еще вас не представил. Она вполне возможно, что выберет вас, потому что хорошая карта вышла. Если вы с ним, например, поссорились. Ну что ж, это бубен, это неплохо, потому что он хлопочет о вас, но и вы будете хлопотать о нем. Вы его любите, потому что бубен, валет ваши хлопоты, да. Вы его любите, вы будете делать все, чтобы с ним помириться, и правильно делаете, если вы с ним поссорились. Видите, да? Задействован еще мужчина. Так что здесь 2 места силы: дама бубен и король бубен. Это или ваш еще один мужчина, либо ваш отец, либо его отец. Я 3 варианта скажу. Если это его отец, он на вашей стороне. Все, что хочу сказать. Он на вашей стороне, да его мать тоже, вы ей нравитесь. Будете нравиться, если еще не встречались. Если это другой мужчина, это может быть ваш муж, вы встречаетесь еще с одним. Если это ваш мужчина первый, да, он преследует ваши интересы. Вы ему не безразличны. Он, знаете что, может, вы его и не любите уже, но он
Вот он привык вам угождать. Все, что хочу сказать, привык вам угождать. Если вы живете с мужчиной, допустим, с этим, что дальше будет? У вас есть любовь, но не к нему. У вас есть новая любовь, валет червовый. У вас есть новая любовь. Угу. Столько фигурных карт. И здесь драма и интрига. Это для ситуации, когда он вот в плохом настроении, он бесится, что-то выбешивает, или вы поссорились, да. Вот, например, вы живете вместе, вы поссорились, да. 2 карты вышло, хотела одну взять. Видите, мелкие карты какие? Мелкие карты, мелкие ссоры, незначительные, мелкие ссоры из-за денег, из-за того, что характером немножко не сошлись, и из-за денег, мелкие дрязги, ссоры, передрязги. Вот это то, что портит вам жизнь. 2 карты вышли. Это то, что портит вам жизнь. Я сейчас более глубоко протрактую этот расклад, и мы пойдем 3 путями. Я уже сказала, если вы познакомились с ним, встречаетесь, он, например, раздражен, устал, хлопочет о делах, я уже говорила, если он в такой ситуации, он слушает маму и папу. Если даже он в плохом настроении слушает маму и папу, например, живые они или нет, запомните, если не живые, он еще больше их слушает, там связь всегда сильнее. Он о вас все равно думает и вас защищает, если вы поссорились, да. Если вы живете с ним вместе, ситуация другая, там вот ссоры на пустом месте. Если вы живете с этим мужчиной, о котором вы спрашиваете, когда он в плохом настроении, он ищет ссоры. Он не просто так ищет ссоры, а вот тем, что он с вами ссорится, он помогает себе выйти из стресса. Вот что самое интересное. С другими людьми он ссориться боится. Видно, здесь другие люди. Он с ними ссориться не хочет. Он с ними ссориться боится. Потому что это чревато. Поссориться на работе могут быть интриги или с боссом. Он может серьезно, он боится потерять работу. Ссориться с родителями ему не в кайф, потому что он знает, ничем не кончится. Там просто они друг другу глотку могут перегрызть. А с вами легко ссориться. С вами можно поссориться на пустом месте. Только как спичка, вы зажигаетесь, он зажигается, и эта ссора на пустом месте вас обижает, вы будете плакать. А он, вот хочу не сказать это, но нужно, потому что такая карта вышла. А его это успокаивает. Вот вы будете плакать, а мелкая ссора с вами вот придирается просто ни к чему. Вы думаете, почему он меня не любит? Но он вас любит. Он просто вот здесь вами пользуется. Не плачьте, не расстраивайтесь. Вам совет, не расстраивайтесь, потому что через мелкую ссору с вами он успокаивается, он снимает таким образом стресс. Такая вещь. И поскольку расклад загадан вы его глазами, здесь мы, конечно, видим, кто вы его глазами. Во-первых, в хорошем настроении вы для него просто выигрыш большой, поскольку я здесь рассматриваю игральную колоду, которым наши бабушки гадали, да, от 6 до туза. Если мы берем покерную колоду, там туз это начальная карта, но от 6 до туза, туз это большая карта. Вы для него это выигрыш огромный. Вы его глазами. Моя женщина, умница, красавица, она все устроит, она единственное, на что я могу положиться. Вы ему просто, вы его слишком любите. У вас должно быть немножко другое отношение к жизни. Может быть, со временем появится отношение немножко больше человеческое к себе и более поверхностное к нему. Вам советуют карты развернуться к себе лицом. Да? Но это не значит, что от него нужно отвернуться. Развернуться к себе лицом и увидеть себя, стоящую между им и вами. Да? Но это такая методика есть эзотерическая, когда вы смотрите на него, и вы смотрите на проекцию себя, и вы себя любите. Часто мы, девочки, себя не любим, там критикуем за то и за это. Но когда вы смотрите на него, вам дается совет иметь такую голографическую проекцию себя самой, которая стоит между ним и вами. Это хороший совет вам даю. Воспользуйтесь, если хотите лучше жить. Да? И эта голографическая проекция
она спасет вас. Он будет на цыпочках за вами бегать, потому что он знает, что вы для него все, что вы умная, красивая. Он все это знает, но он вами пользуется, потому что нет этой проекции. Вы растворяетесь в нем. Ни в ком нельзя растворяться, в тех, кого мы любим или не очень. Ни в ком нельзя растворяться, вы в нем растворились. Поэтому он вами пользуется. Если вот такие интриги и встречи либо с вашей семьей, либо с его семьей, либо с друзьями, приятелями, идут о вас разговоры, но не глубокие. В принципе, вас люди оставили в покое. Уже все переговорили. У них это уже пройденный этап. А вас уже все переговорили, и вы уже не как пара вот для интриги. Вы думаете, что вы являетесь центральным интересом, но вы больше не являетесь. Так что здесь успокойтесь. Это хорошо, когда все переговорено. А вот такое отношение у него к вам, если вы с ним, ну, у него хорошее настроение, вы с ним в мире. То есть, понимаете, он знает, что вы для него на все пойдете, потому что нет этой голографической проекции вас перед его лицом. Всегда должна быть такая проекция. Всегда. Кстати, у мужчины она натуральная. Мужчина, который смотрит на женщину, он всегда видит себя вначале, потом ее. Так природа устроена. Мужчина, который видит только нас и в нас растворяется, обычно нам неинтересно, мы их не любим сексуально, к сожалению. К сожалению, да, вот когда они уходят, только тогда мы понимаем, что мы потеряли золото. Такое очень часто бывает у девочек, очень часто. Так устроен человек, интересно. Когда вы смотрите на него здесь, и это он, когда он в плохом настроении, раздражен, ну, я сказала, что он вами пользуется, да, он снимает таким образом стресс, а вы волнуетесь, вы плачете, вы расстраиваетесь. Даже если вы не живете вместе, а только встречаетесь, там та же самая ситуация. Он на вас как бы выметает зло, снимает стресс, вы плачете. Не плачьте больше. Делайте то же, что я вам говорю чисто эзотерически. Я ваш консультант здесь. Позвольте мне быть вашим бесплатным тарологом от сердца, от души. Я не делаю это, чтобы выиграть себе клиента. У меня нет клиентов. У меня клиенты – это все мои 1 миллион подписчиков. Понимаете? Подумайте об этом, что я на вашей стороне, я вам правду говорю, поскольку опыт у меня предсказательный, когда людей принимала, огромный, огромный. Поэтому такой совет: пришел в плохом настроении, хочет вымести на вас злость. Если вы ему скажете: не выметай на мне злость, я знаю, хуже будет. А вы поставьте этот shield. Shield – это слово, оно означает щит. Щит, поняли, да? Не меч, вы не вынимаете меч, не нужно. А вы поставьте этот щит. Щит – это вот такое отражение. Щит обычно золотой, и он сверху посеребряный. Золотой – это свое эго, его нужно иметь, а посеребряный обязательно сверху. Золото посеребряное – это очень интересно, когда золото посеребряное. Серебро отражает негатив. А что в серебре отражается? Правильно, серебро – это зеркало. Раньше делали зеркало из серебра. Отражается ваша личность. Поставьте себя между ним и вами. И посмотрите на себя перед ним. Пусть он там скажет, что хочет. Таким образом он расслабляется. Дайте ему возможность. Потому что все отражение пойдет ему назад. Он в конечном счете догадается, что нельзя на вас срывать зло. Но тоже вы смотрите на себя любимую, а значит, себя уважаете и любите. Как себя любить, а значит, заботиться о себе. Вам нужно позаботиться о себе. Тогда вы сможете жить с ним. Тогда вообще вы сможете жить с любимым мужчиной. У вас не будут к нему большие ожидания, потому что между вами и им есть этот щит защиты. Я буду больше говорить о таких вещах эзотерических, волшебных на других видео, но вы меня поняли. Девочки, жду комментариев. Девочки, кто не может комментировать, откройте Gmail. Это, как Г пишется, да, русское gmail.com.
Откройте такую почту. Она, кстати, бесплатная, и может любой человек на земле ее открыть. Ничего не стоит. Нужно Google или там Яндекс, что вы делаете в вашей стране, написать gmail.com, придет, откроется страница, откройте там себе почту, сможете мне писать комментарии. Но не волнуйтесь, если не можете, я вас все равно чувствую, даже если вы по телевизору смотрите мои расклады, где угодно, в глубинке российской, в глубинке из Кореи, из Штатов, где угодно, я вас обожаю. Я знаю, я чувствую вас. Сейчас буду собирать литургический, не уходите, пожалуйста, поскольку литургический сбор, он необходим. Он делает расклад живым, да, девочки? И ставит аминь. Защиту на вашей паре ставит. Вы будете счастливы. Вы знаете дорожку, я эзотерически вам помогу. Всякая пара имеет плюсы и минусы. Я в паре живу много лет. 40, наверное, почти уже очень много лет. Я знаю, как это делается. И очень много людей я видела несчастных, кто не может в паре жить. И я знаю, как помочь людям. Так что приходите, дорогие мои, на мои прошлые и настоящие видео. Прошлые видео мои еще лучше, чем новые. Они как выдержанное вино. Я преподаю игральные карты, кто не знает. Есть малая колода у меня. Я научу вас, как их читать. И большая. Малая — это 36 карт, а большая — это 52 карты. Приходите, учитесь у меня. Таро, Ленорман преподаю. Много чего интересного. Сибила, Симбалон, Кипер, немецкие карты. Классные очень. Симбалон классные. А также Декамерон, да, есть Декамерон, эротические сессии, если кому что нужно, да. Вот, посылаю вам воздушные поцелуйчики и виртуальные обнимашки. Вас обожаю, люблю вас, мои родные, и жду вас на моих следующих видео. Пока-пока. А теперь, девочки мои любимые, кто со мной дружит просто, такие тоже есть слушатели, потому что я блогер, я просто эзотерик и гомеопат, и это моя профессиональная деятельность на YouTube. У меня есть призвание помогать людям найти счастье, любовь и лучшую карьеру, лучшую жизнь. Я это делаю всю жизнь, я помогаю людям всю жизнь. А теперь я это делаю просто на YouTube. Ну, а также, поскольку я блогер, и основная моя деятельность это только с моими подписчиками. Я, в общем-то, занимаюсь только этим. У меня есть просто друзья, с которыми я хожу на прогулку. Когда я хожу сама или с моим партнером. Мой партнер, кто не знает, Николай, он рунолог. И когда мы вместе гуляем вот так, как сейчас, мы думаем о вас, мы думаем о наших друзьях. Я очень хотела бы взять вас на вот такую долгую прогулку. Вокруг озера Бёрнаби здесь мы гуляем. И это весенний период, хотя я хочу сказать, что неважно. Весна должна быть в сердце всегда. Когда бы вы ни нашли это видео, это вот такая у нас с вами прогулка. Мы думаем о вас, мы думаем о том, что вы пишете в комментариях. Мы чувствуем вас, когда мы делаем расклады. По вашим пальчикам вверх, по вашим пальчикам вниз. И я хотела бы, девочки, сказать вам, друзья мои, любимые друзья, родные уже, что вы всегда в моем сердце. Я с вами беседую целый день, и мне не нужно больше ничего, мне не нужно вообще общаться. Вот я живу в медвежьей стране, вы знаете, о северной стране Канаде, и знаете, мне даже не нужно общаться с людьми в моем городе, потому что я знаю, мой город — это мои каналы. Когда я с вами, я просто очень счастлива, потому что, во-первых, ответственность большая, конечно, помогать вам. Ответственность и большая честь. А также мне иногда хочется с вами просто по-человечески как бы поговорить, да, не обязательно только предсказания делать, а спросить, как у вас дела, поделиться с вами моими мыслями о жизни.
послушать ваши истории жизненные. И вообще, знаете, жизнь ведь это не только стремление к чему-то, а это здесь и сейчас. Доброе слово друг другу. Просто доброе слово. К сожалению, это дорогого стоит. YouTube, как и везде, люди включают YouTube только для того, чтобы, для себя что-то взять. Я понимаю это, я понимаю. А вот просто привет, как дела, когда ничего для себя не хочешь взять, это золотое время. Вы знаете, я иногда испытываю такое время, когда я гуляю по парку и встречаю человека. Просто идет ко мне навстречу прохожий. К сожалению, часто бывает это в основном люди в возрасте, постарше. Они более мудрые. Бывают и молодые, но реже. Бывает и так. Особенно почему-то, если это молодой человек, чаще это бывает мужчина, мне кажется. Вот в моем случае, да. А постарше и мужчины, и женщины. Просто тебе вот мило от сердца скажет: «Хай, как у тебя дела? Привет. Как ты сегодня? Хорошая погода». И ты чувствуешь, что с этим человеком ты мог бы сейчас просто разговаривать часами, не рассказывать ему свою историю даже, и он не рассказывает вам вашу историю, а просто говорить о жизни. О жизни нейтрально. Девочки, я вам советую иногда смотреть мои гадания таким образом. Я знаю, что это вообще самый лучший способ смотреть мои гадания. Просто рассуждать о жизни без того, чтобы сильно держать пальчики вот для себя, да. Почему? Потому что тогда вы познаете мудрость жизни. Ваша жизнь наполняется смыслом необыкновенным, когда мы просто о ней говорим, без всяких деталей. И в этом карты не самые сильные, поскольку это символы, да, внутри каждого есть эти символы. Когда я встречаю такого прохожего случайного, и я вижу в глазах вот эту приветливость, это дороже любого золота. Это дороже любого золота. Это я вам говорю по опыту своему. Это очень приятно. Я надеюсь, что когда вы смотрите мои видео, вы такие ощущения имеете. Потому что у меня вот всегда такие ощущения, когда я с вами встречаюсь. Давайте теперь вместе пройдем пару шагов по этому парку. Может быть, даже молча. В компании друг друга молча. Иногда в компании друга мы постоянно в суете, в хлопотах, как бы он что-то скажет, что нам ответить. И в компании любимых людей мы еще в больших хлопотах. В компании детей мы хотим их поддержать, помочь. Устаем от этого. И им не нужны наши хлопоты лишние, вообще никак. А что, если просто идти рядом молча? Я иногда со своим сыном, когда гуляю, просто молча. Я с Николаем часто гуляю просто молча. И все. С другом получается это сложнее, потому что в дружбе мы все-таки хотим каким-то образом понравиться, наверное, друг другу, да. И это такое беспокойство, неуверенность. Бывает. Очень сложно найти верного друга. Очень сложно. Поэтому я ценю моих виртуальных друзей, вас. Вас я чувствую глубже, чем вот мою самую близкую подругу здесь. Намного глубже. Давайте с вами так молча пройдем по этим дорожкам замечательным. Все цветет, и есть запах свежих, таких липких листочков новых. Очень приятно. И я увижусь с вами в следующий раз.